Здорово, друг Сундук. Настало время восхитительных историй. И сегодня я расскажу о том, что, как говорят, может убить твой мотоцикл. Так вот, у нас есть несколько методов глушить мотоцикл. Kill switch, ключ и еще один — выкидывать подножку. Ну, если ты подъехал куда-то на передаче, тебе лень что-то дергать, ты сразу вкидываешь подножку, мотоцикл заглох, ты оставляешь его на передаче. Тут, конечно, придется сделать ремарочку, потому что есть мотоциклы, где это не работает или больше не работает. Так что аккуратней давай. Существует, конечно, еще один вариант, самый трушный, я бы сказал, но о нем я расскажу в конце. Но какой из этих вариантов самый правильный и как надо делать? Давайте разбираться. С ключом все понятно. Для этого, собственно, он у тебя там и находится как бы. Но что с киллсвичом? Существует много споров на форумах, много легенд. И даже некоторые производители не сильно любят это дело. Так в чем же дело? Я вообще первый раз об этом задумался, когда как-то раз я пошел в салон к перекупам смотреть мотоцикл. Я осматривал, значит, мотоцикл, все как обычно, и в конце заглушил его киллсвичом. И вот этот вот товарищ перекуп практически на ор сорвался и начал мне в очень громких тонах рассказывать о том, что так делать вообще нельзя. Киллсвич трогать нельзя. Ты что, безумец, зачем ты так сделал? У него, видите ли, однажды мотоцикл прямо от этого сломался, все пришлось менять, киллсвич вообще, он чуть ли не одноразовый, он же аварийный, то есть как будто вот один раз его в аварии можно использовать, а больше использовать нельзя. Думал человек-перекуп. Задумался я тогда об этом первый раз. А что там пишут на форумах? На форумах говорят примерно то же. То есть, аварийный же выключатель, значит, надо использовать только в аварии, иначе-то использовать его никак нельзя. Название же такое. У американцев он вообще киллсвич называется. Наверное, после этого мотоцикл умирает и вообще новый полностью покупать надо. Многие думают, что вот аварийная кнопка вот эта, ее только вот при аварии можно нажимать и все. А в обычных условиях ресурс-то у нее не такой, то есть она же как бы одноразовая практически, соответственно, рассчитана-то вот на одно нажимание. И каждый раз, когда ты нажимаешь, ты рискуешь убить свой мотоцикл, и что он больше никогда не заведется, потому что кнопка сломалась, она ведь была рассчитана на маленький ресурс только. А откуда вообще взялась эта кнопка? Вообще, конечно, многие технологии крадутся из гонок. Как и в обычном мире, многие военные технологии присутствуют в нашем мире сейчас, которыми мы благополучно пользуемся. То есть там интернет, GPS, скотч, микроволновки, всякая такая шляпа. И здесь ситуация похожая. Эта штука пришла из давних времен, из гонок, из времен, когда мотоциклы были злые, карбовые, на одном только тросике газа, и вот этот тросик мог благополучно порваться, и у тебя могло заклинить газ. Ситуация не сильно приятная, и тебе нужно было бы как-то заглушить мотор. Просто кек в том, что, представим, ты попал в аварию и упал. В каком мире после такого события у тебя останутся руки на руле в том же положении, чтобы тебе было удобно эту кнопку нажимать? Конечно, ты можешь потом подбежать к мотоциклу и так далее, но хотя я уверен, что и такие люди найдутся, которые даже при аварии эту кнопку трогать не будут, потому что, ресурсы же израсходуются, зачем так делать, зачем кнопку расходовать? Аргументы против, согласно форумам. В пользу неиспользования замечательного ключа на форуме, конечно, люди называют всякие вещи типа: ты когда глушишь, у тебя ток, значит, заблудится, а то, что, не ожидал, что ты так сделаешь, и вот куда-то не туда у тебя уйдет, и что-то там перегорит. Говорят также о том, что, мозги могут мотоцикла с ума сойти от этого, потому что он думает, что мотоцикл каждый раз ломается, и мотоцикл сойдет с ума. Но это из разряда тех историй, что каждый час компудактер надо выключать, чтобы он отдохнул. Есть теория о том, что в случае выключения мотоцикла ключом, мотоцикл как бы очень умный, и он знает, что все там надо в особенно хитром порядке выключать, и вот тогда он все правильно выключает. Если ты включаешь киллсвичом, он такой типа: я не знаю, это было страшно, я теперь не знаю, что с этим делать абсолютно. Но вообще уровень форум комментов примерно такой. Комментарий номер 1. Мне дилер сказал глушить обязательно кнопкой, вроде как для мотора лучше. Что-то там как-то полностью дожигается, свечи служат дольше и вообще. Коммент номер 2. Недожигание бензина при использовании кнопки. Лол, кек, чебурек. Как тут по этим советам форумовским еще эмотики что-нибудь пытается, наверное. А откуда вообще пошли эти легенды? Из минусов, конечно, от чего эти легенды, скорее всего, и пошли, это старые карбовые мотоциклы. Некоторые карбовые мотоциклы, потому что на некоторых мотоциклах ты мог крутить стартером, когда у тебя выключен киллсвич. В этом случае ты крутил полчаса,
свечи у тебя заливало, и после того, как ты вспоминал, что у тебя есть такая кнопка, свечи были залиты, и мотоцикл действительно после этого не заводился. Но кто признается, что кто-то забыл, протупил или сделал что-то не так, намного проще обвинить кнопку и сказать, что я ее нажал, и оно само все сломалось. Но если ты забыл о том, что у тебя на руле находится большая, здоровенная красная кнопка, я думаю, проблема у тебя похуже, чем расходование ресурса на этой замечательной кнопке. Аргументы за. Ну и положительные стороны у пользования киллсвитчом, конечно, есть. Самое очевидное это то, что когда ты подъехал куда-то и начинаешь парковать мотоцикл, его лучше сразу обездвижить. То есть, возможно, ты задумался, у тебя мотоцикл все еще на передаче, ты еще и, возможно, рукой сцепление держишь, и ты решил его куда-то потараканить, что-то отвлекся, и он у тебя куда-то внезапно поехал. Штука довольно опасная, и она может реально произойти, даже если ты этого сильно не хочешь. Потому что на некоторых мотоциклах, ну, давайте будем честными, наверное, больше половины мотоциклов это какие-то аукционные, какие-то до этого битые или еще что-то, хотя и на некоторых новых мотоциклах такое встречается. Но частенько бывает, что даже при выжатом сцеплении ты начинаешь на месте вращать в руль от упора до упора, и в каком-то положении ты начинаешь чувствовать, что сцепление-то, сука, приотпускается, и оно начинает хватать, и мотоцикл куда-то потихонечку, но, сука, пытается съехать. Так что, чтобы такого не происходило, обездвиживаешь зверя, щелкаешь киллсвитч и потом тараканишь куда угодно. Плюсом ко всему у тебя остается гореть свет, который тебе дает возможность что-то видеть в ночи и понимать, куда ты тараканишь своего замечательного зверя. Конечно, здесь есть небольшой минус, как написали на одном форуме, и с этим сложно не согласиться, что в ночи сонные водители воспринимают любой свет фар как впереди идущего и пытаются по нему, так сказать, равняться, настроиться по нему, нацелиться на него и ехать в одном и том же направлении. Но, возможно, такое произойдет, если ты просто встанешь где-то на трассе, чтобы размять жопу, оставишь свет в надежде, что, это даст видимости. Видимость это действительно даст, но какой-нибудь водитель может подумать, что ты впереди идущий, а он уже ни хера не соображает, не понимает, куда ехать, он нацелится в тебя, чтобы за тобой следовать, а ты никуда и не следуешь, ты стоишь, жопу разминаешь. И чел тебя успешно догонит. В этом случае, конечно, ситуация опасная, но на трассе вставать вообще никому не рекомендую, поэтому в Германии по правилам это вообще запрещено. Еще один плюс использование киллсвитча постоянно — это образование нормальной привычки, потому что если ты не собираешься ездить на одном своем привычном мотоцикле всю жизнь, это тебе пригодится, потому что у разных мотоциклов ключи расположены в разных местах. Если мы берем всякие крузеры, харлееобразные и подобия на Харлее, ключ у них может быть где-нибудь там на колонке справа, может быть где-то под сиденьем. Короче, это сильно неудобно, сильно долго, и когда ты куда-то подъезжаешь и держишь одной рукой сцепление, чтобы мотоцикл у тебя никуда не свалил, потому что ты, например, не можешь нейтралку нащелкать. Вот тебе вообще не до того, чтобы где-нибудь там слева или справа под сиденьем искать ключ зажигания, чтобы заглушить мотоцикл как бы по-правильному. А вот киллсвитч будет всегда в одном месте. Спасибо за это автотранспортной инспекции Штатов. Он заставляет всех лепить эту кнопку на правую рукоятку и делать ее красной. Итак, маленькая пауза, чтобы объявить огромную благодарочку людям, которые поддержали последнюю серию еще и рублем. В списке великолепных людей сегодня Сергей Михайлович, Михаил, Александр Дрозд, Сергей Григорьевич, Сергей и Роман. Сегодня Сергей Михайловская комбо прям. Нижайший поклон и огромнейшее спасибо, ведь именно это помогает нашему каналу бежать вперед. Карта Тинькова, Сбера, ссылки на Donation Alerts и PayPal будут в описании, если вы тоже хотите поддержать этот выпуск и попасть на доску благодарочки в следующий. А теперь продолжаем просмотр. А что говорят сами производители? Давайте попытаемся узнать у них, потому что некоторые производители действительно говорят о том, что, пацаны, лучше так не делать. А почему? Имеется 3 основных причины, почему они не рекомендуют так делать. Первая из них — это то, что ты можешь выключить так мотоцикл, забыть ключ в замке зажигания, уйти, мотоцикл у себя угонит. Второй момент. У тебя остается включенный свет, который высаживает тебе батарею, и ты не знаешь, что с этим делать потом. И случай номер 3. Ты выключил эту штуку, потом включил зажигание и пытаешься завести мотоцикл, а он, не заводится, и ты не знаешь, что делать, звонишь в сервис, проклинаешь производителя мотоцикла, а ты просто забыл обратно включить киллсвитч. Но, думаю, все перечисленное рассчитано на людей, для которых пишут инструкции на микроволновках о том, что в них нельзя котов сушить. Думаю, ты не настолько глуп, друг мой. Но это все болтовня и предположения. Давайте-ка обратимся к электросхемам, чтобы определить, как оно работает на самом деле. Тут надо сразу обозначить, что есть разные варианты. Инжекторные мотоциклы, карбюраторные без аккумулятора. А те, что без аккума, бывают еще с зажиганием работающим от постоянного
тока и зажиганием, работающим от переменного. Обратимся к схеме моей любимой Honda NC750 и взглянем на то, как выглядит выключение зажигания ключом и килл-свитчем. Так, вот ключ зажигания и вот килл-свитч. Так, что тут происходит? Зажигание и батареи разъединяются. О боже, они одинаковые, их даже мамка не различит. Так получается, что раз они делают одно и то же, то все норм? Не так быстро. У нас ведь есть еще карбовые мотоциклы. Взглянем на схему карбового VTX 1300. Так, вот замок зажигания, вот килл-свитч. Они тоже одинаковые, их тоже мамка не различит. Так все-таки получается, что раз они одинаковые, то все нормы, можно пользоваться чем нравится? Подожди, и это еще не все, как говорится. У нас ведь есть еще тру-эндурики, в которых даже нет аккума. Нет аккума и что? Подумаете вы. Подвох не в самом отсутствии аккума, а в том, что электричество генерируется генератором все время, пока вращается мотор, который вращает генератор, который генерирует электричество и зажигает зажигание. И этот замкнутый круг надо как-то разорвать. Так как же тогда глушить мод? Давайте разбираться. Для этого взглянем на схему Honda CRF 150. Так, вот у нас килл-свитч. Смотри, тут провод с генератора идет в блок зажигания, оттуда течет через нашу кнопку в катушку и там бьется током, зажигая все это дело. Но что делает наша кнопка? Она разрывает все это дело перед катушкой, на катушку ничего не поступает, никакой скрын никуда не бьется, мотор останавливается, больше ничего не генерируется, остановились. Но подожди, а где замок зажигания, чтобы нам все это сравнить и убедиться? А замка зажигания тут вообще нет. И знаешь, как глушить мотор в этом случае? У них даже специальная инструкция есть. Выключил краник, газанул, чтобы приопустошить карб и задушил мотоцикл окончательно килл-свитчем. Килл-свитчем, Карл. Производитель таки говорит нам пользоваться, и ничего страшного с мотоциклом не происходит. Вот так неожиданность. Тут сразу можно вспомнить форумский коммент о том, что красной кнопочкой глушить нежелательно, потому что кнопка как-то там с катушкой связана, и катушка там сломается. Конечно, она связана, производитель так задумал. И сам этот килл-свитч во всех случаях это та же самая цепь зажигания, в которой она находится, и ее разрывает. Это не какая-то другая магическая технология, которая работает невероятно другим, более интересным способом. Конечно, с такой подводочкой тут должен был быть какой-то подвох с третьего раза, но его нет, вообще нет. Короче, замок зажигания и килл-свитч работают совершенно одинаково, если мы говорим именно о зажигании. Но может быть это хотя бы было маленькой надеждой для тех, кто все-таки верил для последнего, что красную кнопочку все-таки нельзя трогать и он прав. Хер, не забудьте такому верующему этот видосик закинуть. В общем, вариантов много разных, выбирайте тот, который вам больше всего нравится. Ничего плохого абсолютно ни в одном из этих вариантов нет, но не забывайте, что самый трушный вариант глушить мотоцикл — это осушением бака на трассе.